А вы когда-нибудь думали, что вот этот любимый перекус на самом деле может быть таким тихим врагом для здоровья? Сегодня мы разберем 10 продуктов, которые тайно из-под-тишка бьют по одному из самых главных органов в нашем теле. И поверьте, некоторые из них вас точно шокируют. А вот вам факт, от которого просто мурашки по коже. У печени нет нервных окончаний. Она не болит, даже когда по сути умирает. Она не может нам посигналить, что что-то не так. И это значит, что мы можем годами наносить ей вред и даже не догадываться об этом. Именно поэтому сегодня мы будем учиться видеть этих тихих убийц в лицо. Итак, первая группа врагов нашей печени — это, знаете, настоящие сахарные бомбы. И самое коварное в них то, что многие маскируются под совершенно обычную еду, которую мы едим буквально каждый день. И открывает наш список, конечно, самый главный и самый очевидный подозреваемый. Конечно же, это сахар, и особенно фруктоза. И вот вам шокирующая правда. Когда печень просто перегружена сахаром, она не знает, что с ним делать, и начинает превращать его в жир. Этот процесс называется жировой гепатоз, и он может развиться даже у стройных людей. Так что да, быть худым — это еще не значит иметь здоровую печень. Дальше у нас в очереди напиток, который многие пьют, вообще не задумываясь. Газировка и энергетики — это просто жидкий сахар в чистом виде, ноль питательной ценности, вот вообще ноль, только вред. Подумайте, в одной банке может быть до 10 чайных ложек сахара, и вся эта глюкоза летит прямиком в печень, где тут же превращается в жир. И завершает нашу сахарную тройку продукт, который многие почему-то считают абсолютно безобидным. Белый хлеб и всякая выпечка. Да, на вкус они не такие сладкие, как конфеты, но для нашей печени это практически тот же самый сахар. Эти так называемые быстрые углеводы — это настоящий троянский конь. Они проникают в организм под видом обычной еды, а потом наносят удары внутри, превращаясь все в тот же жир. Ну что ж, с сахаром, я думаю, все более-менее ясно. Но есть и другие враги. Так что переходим ко второй категории — скрытые жиры и разная химия. Это то, с чем наша печень вынуждена бороться каждый день. На четвертом месте у нас продукт, который очень многие считают такой безобидной заменой. Маргарин и спреды. Их главный грех — это гидрогенизированные, или, как их еще называют, трансжиры. По сути, это химически измененные жиры, которые наш организм просто не знает, как переработать. Для печени это, все равно, что пытаться переварить пластик, представляете? В итоге она работает на износ, а это ведет к воспалению и повреждению ее клеток. Двигаемся дальше к номеру 5, и это то, что есть на кухне, практически у каждого. Дешевые растительные масла, особенно подсолнечное и кукурузное. Сами по себе они, может, и не так страшны, но все кардинально меняется, когда мы начинаем на них жарить. При высокой температуре они выделяют токсичные вещества, альдегиды, которые буквально отравляют и разрушают клетки нашей печени. И номер 6 в нашем списке — очень-очень популярный соус. Майонез. Тут печень получает такой, двойной удар. Комбинация жиров и консервантов создает просто колоссальную нагрузку, которая может длиться часами после еды. Это в прямом смысле ускоряет старение клеток нашего главного фильтра. А вот теперь начинается самое интересное. Третья группа — это продукты, которые очень умело маскируются под здоровое питание. И вот здесь нас ждут, пожалуй, самые большие сюрпризы. И на 7-м месте настоящий шок для всех, кто следит за фигурой. Обезжиренные продукты. Да-да, вот это тот случай, когда маркетинг побеждает здравый смысл. Нам продают идею здоровья, а на деле что? Убирая жир, производители добавляют кучу химии, чтобы сохранить хоть какой-то вкус. Искусственные подсластители вроде аспартама — это просто яд для печени. Ирония в том, что, пытаясь избежать жира, мы получаем удар по тому самому органу, который с этим жиром и борется. И последний продукт в этой, прямо скажем, коварной категории. Номер 8. Энергетические батончики. Они просто кричат о здоровье со своей упаковки, но стоит только заглянуть в состав, чаще всего там будет кукурузный сироп, искусственные ароматизаторы, консерванты. Это не здоровый перекус, а просто замаскированная конфета, которая наносит прямой удар по печени, так что всегда читайте состав. Что ж, переходим к последней части нашего разбора. Здесь собраны продукты, вред которых, в общем-то, многим известен. Но вот конкретные механизмы их воздействия на печень все равно могут удивить. И предпоследний пункт в нашем списке — это, можно сказать, классика вредной еды.
Колбасы, сосиски, бекан. В общем, все переработанное мясо. Это не просто жир и соль. Главный враг здесь — это нитриты, консерванты, которые в организме могут превращаться в канцерогены. Печень вынуждена работать просто в авральном режиме, чтобы обезвредить всю эту химию, а это ускоряет и ее износ, и старение всего организма в целом. И, наконец, номер 10. Думаю, многие уже догадались, что это будет. И, конечно же, алкоголь. Но вот что тут важно понять? Речь не идет о каких-то запоях. Даже умеренное потребление, например, пара бокалов вина за ужином несколько раз в неделю, уже мешает печени нормально восстанавливаться. Представьте, что вы строите стену, а кто-то подходит и постоянно выбивает из нее кирпичи. Вот именно это алкоголь и делает с вашей печенью. Мы с вами прошли весь список. Но просто запомнить эти 10 продуктов — это, знаете, только половина дела. Давайте подведем итог и поймем, какой главный урок из всего этого можно вынести. Давайте соберем все в одну картину. Главный урок вот в чем. Наша печень страдает не столько от еды, сколько от пищевых продуктов, которые созданы в лабораториях. Избыток сахара, искусственные жиры, химические добавки — для нее все это яд. Поэтому главный навык сегодня — это не слепо верить рекламе, а уметь читать состав. Ваша печень точно скажет вам спасибо. На этом все. А теперь вопрос к вам. Что из этого списка удивило больше всего? Обезжиренный йогурт? Энергетический батончик? Напишите в комментариях. Правда, очень интересно узнать. Помните, забота о печени начинается не с каких-то сложных диет, а с осознанного выбора продуктов в магазине. Спасибо, что были со мной, и берегите себя.